Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками и нашими встречами с белорусским политическим экспертом Юрием Воскресенским. Юрий, приветствую вас. Здравствуйте, Александр, и здравствуйте, дорогие зрители и слушатели. Все меньше времени остается до Нового года, и все, жестче выглядит и переговорный трек, и трек войны. Киев сегодня под обстрелами, прилетело и по домам, дроны, баллистика, в общем, пожары и удары, судя по всему, были нацелены на энергетику. Достаточно такой специфический момент, как бы в копилку Зеленского, который мчится в Соединенные Штаты Америки и якобы даже что-то будет подписывать. Финал года, он такой, знаете, достаточно громкий, может быть, а может и не быть. Что вы думаете по поводу вот этого визита в Мар-а-Лаго и пунктов переговоров, ну и, конечно, самого Зеленского, который настроен по-боевому, сегодня созвониться по видеосвязи вместе с европейскими партнерами, с Трампом, а потом вроде как какие-то гарантии на 15 лет. Да нет, мало, надо на больше. Ну, с британцами на 100 лет подписали соглашение, а тут 15 лет гарантия от США. В общем, очень много подробностей, и кажется, что до конца года действительно может что-то решиться. Спасибо за вопрос, Александр. Вы знаете, хотелось вот в этой заключительной программе, заключительной в уходящем году у нас с вами, хотелось задать какую-то толику позитива, но сегодняшний мощнейший ракетно-дроновый удар и вообще все, что происходит вокруг переговорного трека, пока не дает основания предположений о каком-то широкомасштабном мирном урегулировании. Несмотря на то, что отдельные политологи, эксперты, например, Днепровский раввин говорит, что 15 января война будет прекращена. В общем, как в том анекдоте или были. Если на Новый год у елочки висит гирлянда, а не ты сам, значит, год не совсем плохой. Вы в своих эфирах подробно разобрали 20 пунктов Зеленского, которые он сочинил вместе с Евросоюзом. И очень подробно разобрали, повторяться тут не имеет смысла. Ни по одному из этих 20 пунктов невозможен никакой компромисс. Невозможно никакое конструктивное решение. Но вообще, надо сказать, что количество документов, которые обсуждают стороны, до сих пор непонятно, и их содержание. То есть у российской стороны это документы, основанные на, как они заявляют, духе Анкориджа. У Зеленского это 20 пунктов и еще 4 каких-то соглашения. Поэтому вполне возможно, что Зеленский, который едет завтра, да, по-моему, в Мар-а-Лаго, Да, завтра 22 часа по Киеву. что-то подпишет в рамках вот этих 4 еще документов, которые они обсуждают отдельно с европейской, с американской стороной, ну, например, гарантии безопасности. А после подписания этих гарантий безопасности будут дальше двигаться к обсуждению. Вот это смотрится так. Но в целом, чтобы понять, что происходит с этими переговорами, надо еще раз заглянуть сверху или заглянуть туда, за горизонт, вспомнить слова Клаузевица о том, что война – это продолжение политики иными средствами. Это когда стороны не могут договориться, они уже переходят к войне. И вот в рамках войны, которая сейчас идет, есть 3 уровня. Тактический, оперативный и стратегический. Значит, на тактическом уровне, что происходит на тактическом уровне? Стороны, значит, воюют за территорию, то есть территориальный контроль. Стороны воюют против друг друга, уничтожая личный состав противника.
и инфраструктуру. Вот сейчас на тактическом уровне мы наблюдаем полное, значит, преимущество российской стороны. Да, какие-то чудеса, значит, на этом тактическом уровне происходят, да, Купянск, действительно, там ситуация сейчас горячая. Но было бы странно, если бы Украина не провела такую операцию, потому что боевая устойчивость украинской армии пока не потеряна. Пока не потеряна. Ну, кроме того, значит, Купянск – это же Харьковская область. И это может быть прекрасный в стиле Путина, такой, знаете, отвлекающий маневр. Значит, а может быть и просто какая-то безалаберность каких-то докладчиков военных, я не исключаю. Мы видели это с обеих сторон во время войны, и с украинской, и российской. Но, значит, те, кто кричат про очередную перемогу на Купянском направлении, забывают, что Харьковская эта область нигде не прописана ни в каких документах. А вот Покровск взят, Мирноград взят, Гуляй-Поле взято. День-два, и Министерство обороны объявит о его полном освобождении. Поэтому на тактическом уровне мы видим преимущество России. Следующий уровень – это оперативный. Создание превосходства на театре военных действий. Значит, за последний год Россия очень продвинулась, в том числе в разработке, производстве, модернизации дронов. То, чем она не могла похвалиться в первые годы специальной военной операции. И такой перелом и в технике, в военной мощи, он произошел. Возьмите один только российский дрон разработку, значит, КВН, так очень смешно назвали, иронично, как раз для Зеленского, князь Вандал Новгородский. Так вот, он уже уничтожил техники, это чисто российская разработка, на сумму 2,5 миллиарда долларов. Летом заявляли про 2 миллиарда, сейчас уже про 2,5 миллиарда долларов уничтожено. Соответственно, только вот по дроновым направлениям потенциал не только сравнялся, но и гораздо превысил противника. Поэтому и тут, на этом уровне, можно сказать, что преимущество за Россией. Кстати, Россия тестирует и новые ракеты, пришла эта информация буквально вчера, которые фактически являются аналогом американского Хаймерса. С самонаведением, очень эффективные, на базе ракетного комплекса Торнадо-С, называются Вепри. Значит, ну и то, как работает украинское ПВО, понятно, что этот процент, опубликованные западные СМИ, сбивания военных целей в 6%, 6%, никто не опровергал из Генштаба ВСУ, и, наверное, он является точным, верифицированным и соответствует действительности. А значит, и в средствах ПВО, значит, у украинской стороны нет никакого преимущества. И теперь самый главный уровень, стратегический. На стратегическом уровне создается превосходство на глобальном театре в рамках геополитического трека. Понимаете, если бы Сталин, Черчилль и Рузвельт не провели, не закрепили свои договоренности в Тегеране, неизвестно, чем бы все закончилось. Очень важно, значит, привлечь на свою сторону глобальное большинство. И если мы берем сейчас объективно глобальное большинство, позицию Китая, Индии, Латинской Америки, Африки, значит, Юго-Восточной Азии, то практически все они либо поддерживают Российскую Федерацию, либо сохраняют условный нейтралитет, при этом помогая обходить санкции и поставляя соответствующее оборудование для тех же дронов. Поэтому по всем трем уровням наблюдается преимущество Российской Федерации со значительным отрывом. А значит, это я разжевываю популярно всем нашим зрителям, слушателям, а значит, стороны будут обсуждать план, родившийся
и закрепившиеся в Анкоридже, а не в Брюсселе. Значит, стороны будут обсуждать план из вот этих там 27 пунктов. Может, он ужмется до каких-то меньших количеств. То есть, резюмирую, в воскресенье наверняка Зеленский что-то подпишет, потому что президента мира нельзя оставлять без практических результатов. Он будет очень расстроен. Вот мне, кстати, были вчера в Беларуси у нас американцы, подарили мне президента мира, значит, образца 2016 года. Вот у них мерч еще остался, говорит, что-то не покупают до сих пор. То есть что-то подписано будет, но это что-то никаким образом не приблизит мир, никаким образом, что бы кто ни говорил. Потому что, чтобы приблизить мир, нужно устранить противоречия. А эти все противоречия мы за год так переживали, что это уже превратился в какой-то суп-пюре. Ну, Вот. смотрите. Вот краткое резюме. Давайте так. В принципе, схема стандартная. Американцы что-то подпишут с украинцами, американцы что-то подпишут с русскими, ну и, собственно, мир. Но по поводу, скажем так, технологических таких спецификаций войны, простите, Зеленский вчера сделал очень интересный заход на Беларусь. Значит, эти заходы он повторяет на протяжении всего уходящего 25 года. Даже 25 год он встречал с обращением и, скажем так, лозунгом вот этим «Хай живе Беларусь». И все как-то удивлялись, мол, ну подожди, ну при чем тут Беларусь? Он там грузин вспомнил. В общем, какая-то такая странная была достаточно речь в начале этого года. Вот посмотрим, какая будет речь в конце этого года. Тут интересен другой момент. Он говорит, что на белорусских пятиэтажках размещены какие-то антенны, которые помогают наводить шахеды и обходить ПВО. Значит, интересная диспозиция, потому что много раз он как бы намекал на Беларусь и на белорусское направление. И очень странно выглядят цели, исходя из которых он это делает. То есть это вовлечение Беларуси в войну хорошо, но это невыгодно прежде всего украинской стороне. Вы Купянск вспомнили, где ожесточенные бои, понятно, действительно, и вроде как есть информация, что приказано до Нового года забрать Купянск себе любыми силами. Это очень важный такой пиар-эффект и для всей армии в целом. Но когда мы видим гуляй-поле, смотрите, ну, там просто все побросали и ушли из командного батальонного пункта. Я к чему привожу эти два примера? К тому, что расширение линии фронта или, например, еще один какой-то участок на границе украинско-белорусской, который даже один участок, да, который добавит к линии фронта, будет требовать сил, ресурсов, а их не так, чтобы шибко много у украинской стороны, поэтому это абсолютно неразумно. Если это не втягивание в войну, то что тогда? Или это такой, знаете, ну, способ какой-то клин вбить между намечающимися такими нормальными отношениями между Америкой и Белоруссией? Ведь политический мотив тоже он может быть. Мы же видим, как говорит, вот китайские спутники направляют баллистику и так далее, санкции против Китая. Вот Беларусь получается такой маленький Китай для Зеленского, то есть исключительно карта подкидного дурака. Там сегодня-завтра будет много вот этих, наверное, да и Трамп уже Политико сообщил, что как я скажу, так и будет, что там у него есть, мне не важно. Ну, много будет аналогий с картами. В чем смысл и как разыгрывает белорусскую карту своих выступлений Зеленский? Вот вы правильно сказали, подкидного дурака, потому что Беларусь, Россия, Китай играют в шахматы, американцы любят покер, а Зеленский именно в дурачка играет. И в пьяницу, помните, такая игра была в советское время. Дело в том, что его вот эти эскапады вчерашние в адрес Беларуси, они формируют возможность эскалации конфликта, если Мар-а-Лаго провалится вообще полностью. Ему нужна эскалация. Те, кто говорят,
что это невыгодно для украинской стороны, они говорят-то правильно. Но в украинской стороне есть позиция украинского государства, и тогда мы вспоминаем вопрос, а выгодна ли была вообще война украинской стороне? Выгодна ли была война украинскому государству? Конечно, выгодно. Ну, у нас как эти националисты рассуждают? Смотрите, а, деньги, поддержка всего западного мира. Украина не сходит, ну, в общем, тема Украины не сходит с страниц мировой прессы. Когда бы, кто бы еще знал об Украине и как вообще относились? Раньше как Украину воспринимали? Андрей Шевченко, футболист, Кличко, боксер. Тут Усик добавился, ну, конечно, Зеленский сейчас number one. А результат? Результат-то на карте. 20% территории потеряно. И от 1 до 2 миллионов убито раненых и искалеченных. Только искалеченных госпожа Зеленская называла цифру в 350 тысяч человек. Мужиков, без рук, без ног. Так какой же это хороший результат? Поэтому есть Украина, а есть Зеленский со своей, так сказать, организованной преступной группировкой. И ему, конечно, выгодно продолжение конфликта. И мы к этому были готовы. Мы же прекрасно знали, что он рано или поздно полезет на Беларусь. То есть все ж просчитано, все его ходы. А последний шаг вы, наверное, тоже знаете. Значит, перед тем, как он либо застрелится, либо его застрелят и спалят в дворике на Банковой, в том числе, чтобы он не рассказал, как переводил, значит, на криптосчета европейским политикам их откаты. А последнее, что будет, они забаррикадируются с Малюком и Будановым на АЭС с пультом и будут угрожать всему миру. Вот это будет последнее. А пока, значит, до этого еще некоторое время пройдет, ему задача втянуть другие страны, прежде всего Польшу, Литву, в военное противостояние. Для этого надо втянуть Беларусь. Для того, чтобы втянуть Беларусь, ее надо спровоцировать. Значит, поэтому он придумал какую-то абсолютную чушь и с точки, значит, зрения военной, и с точки зрения логики. Ну, вы представляете, на пятиэтажках сидят, значит, антенны какие-то, да? То есть это получается в свободном доступе, может и дворник, и жители сфотографировать. Так предъявите эти фотографии, покажите. И эти антенны, значит, наводят дроны на Украину. Да у нас эти пятиэтажки, там самые ближайшие, наверное, к украинской границе километров в 30. А до мест, где, значит, летает дроны и баллистика, там вообще километров 200. Так как они могут наводить, если это нужно сложное технологическое оборудование, защищенное, в том числе с точки военной безопасности и утечки информации. То есть это абсолютная какая-то глупость. Может, там кто-то на антенне там трусы свои сушит, и ГУР украинский в бинокль увидел, связал эти два, значит, не связанных действия. Поэтому его задача спровоцировать Беларуси, прежде всего президента Беларуси. Потому что у нас нет вариантов, нет стратегической глубины, в том числе в принятии решений. Нет таких вариантов, как у России, которая может все время менять красные линии. Крым, Черноморский флот, Курская область, это же все были красные линии. Вот, но они как-то в фиолетовые превратились. Пока, значит, кремлевское руководство очень лояльно очень смотрит на эту всю ситуацию, на удары по центрам принятия решения. Хотя в последнее время уже по ударам, значит, отрезания Одесской области от логистики и по ударам по дороге жизни для украинских нацистов Кивель-Ковель, значит, показывает, что наконец-то взялись и за эти логистические цепочки. Поэтому к чему может это привести? Это ж не просто так, вот его заявление бахнул и все. Это целая кампания. Смотрите, тут же, после заявления, все, значит, зарубежные СМИ начали показывать спутниковые снимки с Орешником, который расположен в Могилевской области на аэродроме Кричев-6. Примерно в 200 километров от украинской границы.
Значит, вот, дескать, мы видим, мы знаем, хотя мы до этого говорили. Ну, конечно, вы видите, потому что спутники сейчас могут показать все, что угодно. И вы увидели наши 3 пусковых установки. Правда, некоторое время назад вы смеялись, что какой у вас тут орешник? Какой тут? Нет никакого орешника. Вот. И я скажу даже более, надеюсь, не выдам военную тайну, я скажу, куда они нацелены. Это Киев, Варшава и Вильнюс. 3. Но президент попросил 10 у президента Российской Федерации. Может, значит, в скором времени их будет гораздо больше. Кроме этого, у нас есть тактическое ядерное оружие. Кроме этого, мы модернизируем, значит, и накапливаем наш запас дронов. И вот на неделе очень серьезно модернизировали систему нашу, можно сказать, отечественную. Там очень много, более 70% отечественных компонентов, систему РСЗО «Полонез». Мы проводим, я говорил это в эфире, мобилизационные мероприятия с резервом. Обучили практически 500 тысяч резерва. Ну и обновляем свой военный парк. Например, вчера пришли первые из заказанной и оплаченной у России эскадрильи истребителей Су-30. Новенькие. Прям вот в заводской пленке. То есть нам надо, конечно, хотелось бы чуть-чуть время выгадать, чтобы подготовиться к провокации украинской стороны, которая, скорее всего, неизбежна. Но вопрос заключается в том, что это гораздо ухудшит позиции ВСУ на фронте и позиции украинского населения. Потому что когда мы будем выносить под корень Банковую и всю ту банду, всю ту зеленую плесень, как говорит, значит, ваши отдельные эксперты, конечно, могут пострадать мирные жители. А мы ее будем выносить в случае какой-то военной провокации. Но самому Зеленскому, повторяюсь, и его организованному преступному сообществу, слушайте, это чистый мед, если Беларусь втянется. Потому что тут же вот эта гей-пара, ну, я даю политическую оценку, Сикорский и Туск, тут же, значит, раздуют щеки и, может быть, даже поставлят первых польских, там, не знаю, добровольцев. Откроют активный фронт. То есть мы это все прекрасно понимаем. Вопрос, как остановить Зеленского. Его могут остановить только военные советники. Его может остановить военная разведка. Тот же Кириллка Буданов, он же тут обтирается у нас периодически. И мы ему слегка засвечиваем военную мощь Беларуси. Пусть не такую большую, как у Украины, но она существенная. Это может произойти, знаете, как эффект мотылька. Эффект мотылька. Вот и так, значит, ситуация, смотрите, как рвется. Раз прорвалась в Гуляйполе, раз прорвалась у Степногорска, да? Значит, раз прорвалась у Сум. Вы хотите, чтобы она прорвалась еще на Черниговском направлении, до которого, значит, 2 марш-броска до Киева? Ну, хорошо. Если его военные эксперты, военные аналитики, генералы не остановят этого взбесившегося фюрера, ну, значит, мы будем отвечать сообразно военной угрозе. Есть предположение, не знаю, насколько оно реально, это очень, конечно, печально, но весь период, да, всю дорогу в 25 году мы это обсуждали и, кажется, к чему-то пришли, что вот эти все, ну, скажем так, нападки на Беларусь или там, это переключение внимания. Гуляет по сети информация, что 2 бригады сколотили и подготовили конкретно для Приднестровья. Ну, вот условно, там позаявлять что-то по поводу Беларуси, по поводу орешников тех же, по поводу, скажем так, ну, вообще и военных российских, которые там находятся, и в каком-то таком огромном количестве, да, их, собственно, ну, там видят или об этом, по крайней мере, так пишут. Всех, собственно, привлечь туда, а самим сделать вот эту Приднестровскую операцию. После Курской авантюры, которая была провалена, многие считают, что это очень необходимо Зеленскому. Ему нужно подбросить вот эти дровишки. Беларусь действительно опасна. Ну, опасное направление.
Хотя вы правы, конечно, да, тут если поджечь со стороны Беларуси, то и там поляки будут активнее более втягиваться, это Зеленскому выгодно. Однако ситуация с Приднестровьем, это, кажется, самый наиболее безопасный для Зеленского, на первый взгляд, вариант, ну, как бы попытаться изменить вот эту эскалационную лестницу. Понятно, что на фоне переговоров и там того, что Зеленский отправился сейчас в Мар-а-Лаго, это выглядит достаточно, ну, нелогично, да, то есть смысла нет. Сейчас там же американцев убеждают Зеленский, что все хорошо, смотрите, то есть мы за мир, а сам проводит какие-то подобные операции. Но если информация про 2 бригады подтвердилась, то это уже какие-то такие более чем тактические планы, стратегические, со среднесрочной перспективой. Почему Приднестровье в 25-м году не случилось, и случится ли оно в 26-м? Как вам кажется? Селенок не хватило. Прежде всего политических, не военных. По военным здесь вопросов нет. ВСУ, если захочет, при попустительстве молдавского режима, очень оперативно захватит этот достаточно выгодный логистический плацдарм. Ну и дело в том, что на тот момент, на момент 25 года, Приднестровье не было так важно. Почему? Потому что по мостам через Затоку и Маяки шли грузы в полном объеме. Сейчас, когда эти мосты и понтонные переправы выносят, им просто приходится делать крюк гигантский. И для того, чтобы это сократить, этот крюк, конечно, им надо брать Приднестровье. Но здесь еще и момент политический. Дело в том, что Приднестровье юридически во всем мире считается, оно, кстати, не признано в том числе Российской Федерацией, значит, полноценно. И я напомню, что жители Приднестровья хотели в 2004 году, еще 20 лет назад, провели референдум о вступлении в Российскую Федерацию. Более 90% проголосовало за вступление в Россию. К сожалению, их голос пока не услышан, в том числе по военно-политическим причинам. Так вот, с юридической точки зрения, это территория Молдовы. Правильно? Значит, Зеленский фактически вторгнется на территорию Молдовы. А, соответственно, если он станет, значит, в глазах западного сообщества агрессором, который вторгнулся на территорию, то к нему будет совершенно применен другой подход. Совершенно другой подход. Поэтому он опасался это делать, но я не исключаю, что в 2026 году, в том числе, чтобы компенсировать неудачи на Восточном фронте, ВСУ может попробовать реализовать этот приднестровский сценарий. И вы знаете, Александр, снова возвращаемся, помните, вы в эфире у себя как-то обсуждали месяца полтора-два назад, полтора, наверное, обложку The Economist. Обложку. И мы когда обсуждали эту обложку, а я напомню нашим зрителям и слушателям, что The Economist – это журнал, который принадлежит Ротшильдам. Значит, он 40 лет в своих Word Ahead, они называются, обзорах, 40 лет уже, с 85 года рисует картинки, которые символизируют грядущий год, и, как ни странно, они весьма точны. Так вот, на этих картинках, значит, журнала Economist, там был и Зеленский в дыме каком-то от взрывов, да, и с биноклем. Это можно трактовать как бинокль, это он смотрит потерянные территории, ну а взрыв, дым, все понятно. Значит, 26-й год будет повторять все предыдущие. Кстати, среди немногочисленных мировых лидеров Си, Трамп, Путин на обложке чего-то вот вдруг была изображена Мелани, премьер-министр Италии, вы помните. И все гадали, так а Мелани тут при чем? И смотрите, на этой неделе Мелани вышла и сказала: я хочу, чтобы все, поздравляя там, да, на своем корпоративе публику, я хочу, чтобы все хорошо отдохнули, потому что следующий год будет хуже этого. Ведь это ее слова.
Может быть, это тоже, значит, я не сильно сторонник конспирологических идей, но тут уже не конспирология, тут уже какая-то прямая взаимосвязь, потому что все эти обложки, начиная с ковида, The Economist, все повторялись тютелька в тютельку. И, кстати, посмотрите, на этой обложке, значит, зрители наши, слушатели могут найти в интернете, да, в ноябре журнал Economist опубликовал ее. Там горят корабли, и корабли все опутаны ракетами. Посмотрите, что сейчас происходит. Фактически выбиваются логистические пути и милитаризуются морские логистические пути. Так это Economist сделал за 1,5 месяца до происходящих событий. Соответственно, резюмируя свой ответ и ваше предположение, я не исключаю в 2026 году проведение Приднестровской операции. Более того, с точки зрения Зеленского, вот если брать его воспаленный мозг и его цели и задачи, а его цель задачи, наверное, как у Троцкого был, пожар интернациональный. Так и у него, значит, такая задача интернациональный пожар и экспорт не революция, а экспорт хаоса. Я бы так назвал его стратегию. С его точки зрения, с точки зрения стратегии экспорта хаоса, обязательно надо, значит, реализовать эту операцию. Обязательно. Юрий, сейчас понятно, что никто не знает, чего ждать от Мар-а-Лаго, и все пойдет хорошо или не очень, или что-то будет среднее. Кто-то говорит, да, какая разница, было уже так, да, европейские партнеры сразу то лично приезжали, то созванивались, то еще. Вот сейчас будет видеосвязь, перелет уже вроде как Зеленский начал. И причем так, опять совпадение странное такое. По Киеву жутко бьют, попадает в многоэтажки. Ну, куда-то прилетело еще, потому что просят запирать окна. Сильный смог, гарь, сильное задымление, дым. То есть это означает, что что-то повреждено достаточно, ну, не знаем, насколько военное, насколько там полувоенное, гражданское, но, в общем, какая-то такая цель была поражена, и есть проблема, да, в Киеве, пока там, в общем, ветер не унесет вот эти клубы дыма, пожарные не погасят. А Зеленский уже в дороге, то есть его нет в это время на территории Киева, на территории Украины. Сейчас активно обсуждается вопрос референдума. И это делает очень искусно власть. Такое ощущение, что они подхватили ее, возглавили и понесли вперед. Иными словами, ну, некоторые политические аналитики даже в эфире телемарафона это, в принципе, раскладывают достаточно интересно. Мол, понятно, что плохие переговорные позиции Украины. Значит, надо подзатянуть время, вдруг чего улучшится, давление спадет на украинскую сторону со стороны американцев, и все будет как бы чин-чинарем. Ну, гораздо лучше. Чем лучше, тем хуже, понятно, для сроков продолжения войны. И вот эта тема референдума, выборов, они этой темой пытаются, ну, как бы, да, прикрыть. Главное, это требование свое перемирия. Ведь Зеленский сам об этом говорит, давайте там 60 дней перемирия, мы проведем референдум. Даже уже вбрасывали в прессу, что Россия якобы согласна, но подтверждения этому, конечно, нет. Да, никто не понимает, о чем референдум, какой референдум. 20 пунктов плана, так они не соответствуют. Рябков вчера выходил тому духу Анкориджа и, собственно, тому документу, который есть у России, и той информации, которая поступила после переговоров. Зеленский приглашает тоже цинизм в высшей мере. Как обстрел Зеленского нет на месте, но зато он приглашает Трампа в Киев. Кушнер и Витков уже вроде как согласились приехать. Это выдается как какую-то, ну не знаю, за какую-то победу глобальную. Если референдум и выборы – это исключительно вот эта история, как бы заболтать процесс, это ясно. Но какие выборы и какой референдум может быть в этих условиях? Если референдум, то какой вопрос? Если выборы, то нужны ли они американцам? Как вы видите эту ситуацию?
Очень правы все эксперты, и вы в том числе, которые предполагают, что Зеленский настойчиво тянет время. Почему он тянет время? Понятно, да? В ноябре 26 года мы сейчас все умные, все смотрим политические программы, а хотелось бы вернуться смотреть развлекательные. Но в ноябре 26 года будут перевыборы, да? И значит позиции вот этого вот человека, значит, они могут очень сильно подкоситься. Значит, в подтверждение слов мы берем декабрьские самые свежие опросы. Берем даже протрампистский канал Fox. Значит, свежие декабрьские опросы. Поддерживают Трампа 44%, не поддерживают 56%. Канал CBS поддерживают Трампа 41%, не поддерживают 59%. И, наконец, опрос, который завершился 15 декабря социологической службы Gallup. Ее называют одной из самых авторитетных и соответствующих мнению значит, избирателей, опрашиваемых. Поддержка Трампа упала с 38% в октябре до 36% в декабре. 36 поддерживает его. До этого был, значит, то есть он уже близок к антирекорду Байдена. У Байдена, напомню, было 35 поддержка. А у Гэллопа 36 его поддерживают, и 59 его категорически не поддерживают. Остальные отказались ответить. Так это ж, Александр, год не прошел. Год не прошел, у президента мира уже рейтинг, как у Байдена. А что будет дальше, когда будут назревать экономические проблемы? В частности, долг США растет по-прежнему большими темпами, бюджетный дефицит растет, инфляция растет, значит, влияние в мире падает. Это опять-таки каждое слово подтверждается цифрами. Берем доллар, значит, как международную расчетную валюту и международную резервную валюту. Везде кривая наклонная. В резерве и расчете, соответственно, достигли до 57% в резерве доля с 88 20 лет назад. И 47% был, сейчас чуть-чуть подросло, зафиксирован, 47% всех расчетов в Свифте было в долларах. Хотя раньше тоже доходило до 90%. Это цифры августа 2025 года. Соответственно, в ноябре, особенно с учетом того, что в Майами, значит, впервые за 28 лет республиканцы провалились, и был избран мэр-демократ, я в одном из эфиров, значит, сказал, что Майами столица Флориды, так мне в комментариях накидали. Оказывается, столица Флориды какая-то там деревня на 200 тысяч человек, а Майами это просто самый крупный город. То есть, представляете, какие у нас, значит, слушатели, пользователи, каждое слово проверяют и пишут. Спасибо вам за это. Так вот, в Майами провал. В Джорджии провал, это колеблющийся штат, который год назад не колебался, а поддержал Трампа с очень большим преимуществом. Соответственно, можно предсказать, что в ноябре, если ничего не случится, ну а что может случиться? Наверное, маленькая победоносная война. Именно вот Венесуэлу, наверное, чуть-чуть туда, ближе к ноябрю будут держать. Потому что без маленькой победоносной войны президент мира может проиграть, утратить контроль за Конгрессом, за обеими палатами. Мы приводили пример по резолюции Венесуэле, что у него преимущество было 1-2 голоса. Поддержали, значит, антитрампийскую резолюцию 211 человек, а поддержали Трампа 213 человек. То есть 1-2 голоса, понимаете, преимущество. Соответственно, в ноябре все может быть утрачено. Хотя я думаю, что все-таки, значит, американские технологи, они-то одни из самых сильных в мире, и, конечно, они сделают все, чтобы провести какую-то такую триумфальную спецоперацию,
не знаю, там, привести Мадуро в цепях в Вашингтон, и сразу его рейтинг Трампа под выборы вырастет там, значит, к 50 подрастет, они проведут эти выборы и дальше будут 3 года обороняться. Поэтому, скорее всего, организованное преступное сообщество, которое управляет Украиной во главе с Зеленским, тянут время. Значит, это первый момент, тянут до ноября. Но второй момент, все равно-то им, что бы ты ни подписывал, все равно им нужно решать вопрос с легитимностью. В любом случае. В любом. Потому что есть решение Конституционного суда 2014 года, Конституционного суда Украины, который сказал четко срок полномочия, значит, президента 5 лет. От Слушайте, ну 2 года плевать было на это решение суда, а тут видите, как засуетились. Так он же ж ничего не подписывал, кроме внутренних документов. А внутренние документы у него обеспечены внутренней легитимностью. Они потом скажут, знаете, как мне, значит, одни дипломаты говорили, когда мы в Беларуси с 2 послами обсуждали западных стран ситуацию с Януковичем. Они сказали, так это значит, понимаете, он же сбежал из страны, а страну уж надо было, значит, управлять. Когда я сказал, зачем вы конституционный переворот поддержали, это же переворот с юридической точки зрения. А они говорят, бежал, а страной надо было фактически управлять. Поэтому вот, значит, исходя из этого, есть в практике такое правоприменение, что можно взять вот власть, когда глава сбежал. Вот они мне так, понимаете, иезуитски объяснили свою позицию. Поэтому здесь по внутренней ситуации можно сказать, так, ну, власть же должна быть, или вы что, хотите, чтобы анархия была, чтобы страну банды захлестнули? В дополнение к банде ТЦК еще 20 банд командиров полевых. А вот международные документы, извините, их же будут оспаривать, в том числе то руководство новое, которое придет через, пусть даже 10 лет, 15-20, значит, которое выберут сами украинцы. И куда они, значит, засунут этот договор стратегический 100-летний с Британией? В печку он будет засунут. Поэтому ему юридически надо обоснование, что он президент. А он не президент с мая 2024 года. Поэтому они будут пытаться провести какую-то попытку комбинированного голосования, электронное плюс физическое. Но физическое, понятно, им же надо показать кадры, поэтому они будут использовать, значит, карусель и все эти предвыборные технологии, чтобы показать, что вот украинцы стоят в очередях для того, чтобы проголосовать. Как они это сделают, я не представляю, с учетом того, что от 5 до 10 миллионов украинцев находятся в России, и еще примерно 5 миллионов украинцев находятся в Европе, США и по всем другим странам мира. Я не знаю, как они это сделают, но раз они это начали обсуждать, сформирована рабочая группа, они планируют это сделать. Потому что, повторюсь, сейчас самый главный и важный вопрос Зеленского – это легитимность. Он никуда уходить не собирается. Все аналитики, которые у вас говорят, что в одну калитку выигрывает Залужный, ну вы простите, при всем уважении, это те же аналитики, которые говорили, что ракета осталась на 3 недели, на 2 месяца, да? Ни в какую калитку Залужный не выигрывает, несмотря на даже опросы, значит, которые показывают его преимущество и Буданова. Потому что его ж никто не начал еще мочить. Вот просто его цитату из книги даем, я оставлю Киев последним. И показываем его, значит, жирненького, голенького на Доминикане, где он сейчас отдыхает. После этого включаются штатные пропагандисты, и от Залужного не остается мокрого места. То же самое будет и по Буданову. Поэтому вы, друзья мои, недооцениваете Зеленского. Если он уж пойдет на выборы, уж поверьте, у него будут припасены все аргументы и факты для того, чтобы на них победить. Ну, вы думаете, он пойдет или нет?
Вот что, это вообще даже не обсуждается, Александр. Он смертник, понимаете? Он в углу загнан. Он будет нападать на Беларусь, на Китай. Вы посмотрите, на Китай нападает, да, периодически, каждый раз. Хотя это ж невыгодно, правильно? Украинской стороне и украинскому политикуму. Ну зачем тебе еще одно дело такой, значит, нейтрально такой равнодушный, значит, сосед. Ну не сосед, там сверхдержава. А другое дело очень обидчивая сверхдержава, потому что на Востоке люди очень все запоминают. Когда я говорил с китайскими дипломатами, они мне высказывали, рассказывали, что вот боль за опиумные войны, которые, представьте, 200 лет назад почти были, там 150, у них до сих пор это боль. А любовь к России у них в том числе потому, что при демаркации границ Путин отдал им кусок там какого-то острова значительный. И они это вот в сердце все китайцы несут. Поэтому вот вам пример даже, вы задавали вопрос, то невыгодно, это невыгодно. А что, с Китаем выгодно ссориться? А он ссорится и, как говорят в народе, батон крошит без перерыва. Поэтому он пойдет однозначно, Зеленский, на выборы, потому что он смертник. Его политическая и физическая жизнь, все его награбленные деньги, судьба его супруги, его детей, родителей, потому что ему ж места не будет на планете Земля. Ему надо будет с Маском договариваться, чтобы улететь на Марс за все, что он сделал. Значит, это все зависит от его победы. Поэтому он не просто пойдет, мы еще увидим с вами и, возможно, изменение Конституции, если он и второй срок так отсидит. А все может быть. Время, вы видите, так быстро проходит. Поэтому те аналитики, которые рассказывают, как Буданов, или там Залужный выигрывает в одну калитку, они, наверное, значит, не понимают, из чего эта калитка устроена. А я к этой калитке даже петли в свое время монтировал, понимаете? Поэтому я знаю, как проходит выборный процесс, особенно в условиях войны, когда нерв народа на пределе. Поэтому достаточно просто включить, значит, механизм Мочилова-Залужного, и от Залужного останется рейтинг, значит, в пределах статистической ошибки. Поэтому однозначно Зеленский пойдет на выборы, и однозначно он себе нарисует результат. Ну, это тоже странно, украинцам голосовать за Зеленского в такой ситуации. Достаточно странно. Мне кажется, что в адеквате мало кто проголосует за него вообще в принципе. И вот это его обещание на один срок, который затянулся из-за ужасов этой войны. Если проанализировать 25-й год, Юрий, как вы его оцените? В контексте войны и мира. Он приблизил мир, отдалил мир. И все-таки какой прогноз на 26-й вызрел за этот 25-й? Вы знаете, тут же можно оценивать с точки зрения российской стороны, с точки зрения украинской, с точки зрения белорусской. С точки зрения Беларуси у нас все показатели выполнены. Рост ВВП зафиксирован, рост реальных доходов белорусских домохозяйств зафиксирован. Значит, мы продолжаем техническую модернизацию. Мы ввели в строй 178 объектов социальных, таких как школы, поликлиники, спортивные объекты. Это примерно по 3 новых объекта в день. Ну, чтобы вы понимали, там господин Макрон как-то обвинил Российскую Федерацию в том, что из-за войны она не ввела ни одной школы за год. Ну, потом, значит, ОСИНТеры, исследователи проверили эти слова. Оказалось, Макрон соврал раз в 200, а вот Макрон действительно не ввел ни одной школы за год. Так вот, мы вводили, значит, в строй, несмотря на то, что у нас такой же демографический кризис, как у всех европейских стран,
и можно было использовать имеющуюся инфраструктуру, набивая, да, уплотняя, так сказать, потребителей, мы вводили в строй по 3 объекта. Школы, детские сады, больницы и спортивные сооружения. Поэтому с точки зрения Беларуси, да, но и мы не втянулись в войну. Это наша сейчас самая главная задача, потому что мы работаем в качестве такого промышленного хаба Российской Федерации. И даже и Российской Федерации невыгодно, чтобы мы были втянуты в эту войну. Потому что мы все-таки используем другие задачи, поэтому Путин с этой просьбой никогда к нам не обращался. Хотя, повторюсь, в 100-й раз, в том числе для наших комментаторов, которые занимают позицию ура-патриотизма, если попросят, будем исполнять союзнические обязательства. Все в соответствии с международными договорами. Но с точки зрения украинского народа, Украины, конечно, этот год тяжелый был. И этот год традиционно был тяжелее, чем 24-й. Потому что уровень потерь увеличился. Характер потерь, он усилился, стало больше инвалидов от всех этих технических новшеств. С этим тоже придется как-то жить. Значит, виток вот этот военный перешел уже полностью на инфраструктуру. То есть выносится вся инфраструктура, газовая, энергетическая, логистическая. Суды перестали заходить в Одессу после вот последних, так сказать, атак. Фактически будет уничтожена вся эта и портовая возможность Одессы. И тихая вот эта гавань, которая, как оказывается, все эти годы войны была. Вот мы же, помните, смотрели фотографии, а там весь порт в кораблях. А сейчас никого нет. Сейчас никого нет, это очень опасно. Поэтому год был непростой, год был тяжелый. Значит, что будет в 26-м? Наверное, исходя из тенденции, все будет по нарастающей. Пока не произойдет какого-то перелома, в том числе ментального перелома в головах украинского политического класса. Но все-таки это же не один такой преступник Зеленский. У него же есть советники, у него есть фракция, значит, из тех людей, которых избиратели украинские считали пророссийскими, поэтому и проголосовали так, поддержав их выдвижение в Верховную Раду. У него есть военные, значит, генералы, аналитики. Но они же видят, что происходит. Но никто из них не говорит, что нужно украинскому народу и какие надо принимать решения для сохранения украинского государства. Они уперлись, вот уперлись, и делают все для разрушения и суверенитета, и государства, и для уничтожения украинского генофонда. Поэтому хочется нашим зрителям, слушателям пожелать выстоять ближайший год, в том числе ментально. Как-то перегружайтесь, сильно не сидите в этом политическом контексте. Я желаю всем крепкого здоровья, здоровья вашим близким. Вот, значит, сил нам все это пережить. Но мы всегда списываем, знаете, такой фактор, как случайность. Вот бывает какая-то происходит случайность, и она полностью ломает все, что мы видим, и, значит, вокруг нас, и в театре военных действий. Вот такая случайность в 25-м году, значит, ну, точнее, в конце 24-го была пуля, направленная в Трампа. Вы понимаете? Вот буквально 2-3 сантиметра, и здесь бы неизвестно, какой был сейчас пожар, может быть, вышел даже за границы Европы. А Трамп пришел чудом, понимаете, каким-то божьим благословением, и все поменял. И посмотрите, все поменялось. Если мы возьмем, откатимся год назад и посмотрим на американскую риторику и действия, это вообще все полностью противоположное. Я не говорю уже о доктринальных документах, таких как
стратегия национальной безопасности. Или о финансовой помощи, значит, Украине, которая составила 0 рублей 0 копеек, точнее 0 долларов 0 центов. А по-украински 0 гривен и 0 шагов, да, по-моему, 0 шагов. Вот, значит, поэтому нельзя списывать со счетов, что может произойти какое-то вот чудо, которое как резко эскалирует ситуацию, так и резко, с такой же резкостью ее деэскалирует. Поэтому на новогоднем вот столе я лично выпью за то чудо, которое поможет деэскалировать ситуацию. И мне кажется, что вот эти наши с вами эфиры с вашими уважаемыми экспертами, из которых, кстати, можно создавать правительство национального доверия, потому что они все так или иначе думают о будущем украинского народа, о будущем украинского государства. Очень здравые идеи говорят. Даже посмотрите, экс-нацист Мосейчук. Здравый человек стал. Уже даже рубашку одел, галстук. Я надеюсь, что и я на него позитивно влияю. То есть, значит, да, это готовое правительство народного доверия в эфире вот у Александра Шелеста. Поэтому я за своим новогодним столом подыму рюмку за все наше, во-первых, за здоровье крепко, а второе, за то, чтобы произошло Господне чудо какое-то, произошла деэскалация, и дальше мы уже в своих эфирах думали, как выстраивать жизнь в это безумное послевоенное время, как возвращаться к тем нормальным здравым отношениям, когда на украинца в Минске никто не обращал внимания на то, на каком языке он говорит, на какой машине ездит. И на минчанина или белоруса в Киеве или даже во Львове это не вызывало его появления какой-то шок, дикость, а встречали со всем гостеприимством. И также, значит, встречали наших русских братьев, которые буквально паломничество во Львов делали на родину Фридмана. И, знаете, с таким вот какой-то иронией ходили по тем ресторанам, где там бандеровские пароли звучали. Помните, там такие были аутентичные, все хихикали. О, какой прикол! Бандеровцы встречаются, там смерть москалям, говорят, пароль. И это москвичи туда косяками ездили во Львов, им это нравилось. В общем, да, я извиняюсь за такое большое резюмирование. Будем ждать чуда. Я верю в это чудо, потому что мы, русские, украинцы и белорусы, созданы, чтобы жить вместе, жить в добре и жить в здравии. Спасибо вам. Да, друзья, на чудо и расчет или упование всем все-таки такого хорошего завершения этого года и, конечно, удачи в следующем новом году. От меня мое традиционное добра и света. Увидимся обязательно. До скорого.